Здравствуйте, мои любимые, замечательные подписчики, гости канала Таро Гадание Инфо. Благодарю за вашу поддержку, ваше внимание, ваши лайки, подписки и комментарии. Спасибо вам. Напоминаю, на моем канале в списке воспроизведений находится папка экстренной психологической помощи. Называется «Сама себе психолог». Там лежат готовые рецепты, как общаться с токсичными людьми, как пережить кризис и выйти из него королевишной. Карты нам подсвечивают путь, а шаги к своему счастью мы делаем сами. Итак, а тема сегодняшнего расклада звучит так. Красная тряпка. Чем же ты доводишь своих недоброжелателей до исступления одним своим видом? Недоброжелатели – это твои самые преданные фанаты, которые просто не справляются с управлением своей завистью. И в сегодняшнем раскладе мы вскроем этот ящик с ядом. Досмотрите до конца, и вы увидите. Главный триггер. Какая же твоя черта вызывает у этих недоброжелателей мгновенное раздражение? Их зеркало. Что именно в тебе напоминает им об их собственной нереализованности? И твой профит. Как же вот это бешенство окружающих на самом деле может помочь тебе, да, расти, богатеть, улучшать свою жизнь. Итак, начинаем. Узнаем сегодня люди, которых ты раздражаешь. Первое – это люди, их окружение в твоем, их роль, извините, да? Лик тени называется. Кто эти люди? Их роль в твоем окружении, степень близости. Кто они, эти люди? Для кого ты, вот это та самая красная тряпка. Чем ты доводишь их до исступления? Все это узнаем. Первое, люди, которых ты выводишь из себя. Интересно. Хамелеоны. Угу. Кого ты тут выводишь из себя? Люди. Роль в твоем окружении. Знаете, тут, давайте я уточню, вообще это больше мужчины, женщины, о ком это? Хотя тут скорее типаж такой какой-то, вечная невеста. Люди, которые находятся в ограничениях по вечной невесте, никак не могут получить у того по павлину какого-то признания. Может быть, пытаются все доказать, что они лучшие, они лучшие из лучших, но вот у них не получается почему-то рядом с вами самоутвердиться, наверное. Скорее всего, вы не даете им этого подтверждения и не даете им за ваш счет самоутвердиться. Вот тут даже так. Тут карта хамелеоны. Они могут менять маски, они могут, скорее всего, сердце и одиночество. На самом деле они чувствуют себя одинокими, но к вам они могут проявляться тут заботой типа а-ля забота, типа какие-то эмоции хорошие. Но показано хамелеон, перебывается в воздухе. Это в моменте то, что им выгодно, они то и транслируют. Двойственные, то есть двуличные, двойственные, можно так сказать. Так. Кого ты тут доводишь до исступления своим видом? Так, недоброжелатели. Это больше мужчины, женщины. По влюбленным я вам хочу сказать, это больше мужчины и женщины, но все-таки вышел король мечей. Наверное, больше это на мужчин сказывается. Мужчины какие? Мужчины, которые привыкли по павлину эти перышки распускать, привыкли получать желаемое, чего бы это ни касалось, довольно-таки легко. При этом сами по королю мечей, скорее с холодным сердцем предпринимают какие-то там шаги. Не склонны они тут каким-то эмоциям поддаваться, но им очень хочется, дабы их наполняли, дабы в них тут влюблялись, там, может быть, оды им пели, подчеркивали, какие они классные. Если это касается не обязательно мужчин, так как у нас по влюбленным, это скорее могу считать, это и мужчины, и женщины.
Тут типаж такой вот, кого вы раздражаете, вы доводите недоброжелателей до исступления. Это люди, которым вы не даете там самоутвердиться за свой счет, да, говорить нафиг, не надо. Ограничения, то есть вы рамочки, границы где-то выстраиваете, вы, может быть, как-то саркастично, а вы, если, ну, как-то так проясняете обстановочку, да, может быть, даже точки над «и» в моменте расставляете, для того, чтобы не попасть в эти капканы, в сети какие-то. Как будто бы у вас есть это противоядие, опять-таки, вы не попадаете в их сети. У вас по компасу вы находите правильное в моменте то ли тон, да, где-то, может быть, в шутку все переводите, то ли, наоборот, холодом каким-то можете обдать, там, и как-то игнором обдать, опять-таки. Как-то тут вот так. Скорее всего, тут люди, тут какой типаж, вот, вы для них как красная тряпка. Люди, которые сами по себе, они привыкли, что, ну, люди, в общем-то, играют по их правилам. Они устанавливают правила. А тут с вами это вообще как-то не совсем прокатывает. Вот тут что-то такое вот. Вы находите вот из каких-то тут даже затруднительных ситуаций, вроде патовых, вроде бы, ну, вот, ну, у тебя выбор или, да, выбор без выбора. А вы как-то можете так себя повести, и это какое-то будет такое даже нестандартное какое-то решение. Вроде бы вы и себя в обиду не даете, отстояли, при этом можете даже в конфликт какой-то ярый такой, открытый, не вступать. Скорее, это мудрость с вашей стороны. Вот по этой карте компас вы, может быть, даже заранее вы умеете соломки подстелить. Как-то так вот тут мне показано. Эти люди недалеко от вас. А эти люди хамелеоны, они вокруг вас находятся. При этом могут к вам проявляться из позиции открытого сердца, типа мы хотим тебе добра, вот послушай, как лучше. Что-то тут такое. Типа а-ля забота. Типа они лучше знают, как лучше для всех. При этом вы все равно не даете, еще раз повторюсь, им желаемого, поэтому их это подбешивает, выбешивает. Как это мне так подсветили? Вот эти вот люди. Для них ты та же самая а-ля красная тряпка. Подпишись на канал и поставь лайк. Следующий вопрос. Мы смотрим, что именно в тебе, какое качество, может, там, ну, не знаю, какие проявления там в тебе задевает этих людей. Может быть, твое поведение, твоя уверенность, свобода, успех. Что? Ух ты, как нежность. Уверенность. Интересно. А тут даже так интересно, никогда не могла подумать, но такое сочетание, что вот этих людей, ну, задевает вас, красная тряпка вы для них. Смотрите, ваша искренность, ваша даже где-то наивность, даже это карта уязвимости, если можно так считать. Это нежность, это как уязвимость. Даже где-то ваше, ну, может быть, они считывают это как недальновидность, ваша в чем-то как непрактичность. Это о чем? О том, что вы тут особо, знаете,
по их мнению, не выстраивайте какие-то тут какие-то безопасные для себя, ну, не знаю, как планы. Не пытайтесь, может быть, даже как-то так сближаться с какими-то нужными людьми. Не пытайтесь быть даже лучше, чем вы, казаться лучше, чем вы есть. Их задевает, да, где-то ваше принятие себя такой, какая вы есть, да. Опять-таки, моральные ваши качества. И плюс это карта жадина, мораль, и карта плана, и гармония. А вы никому тут ничего не доказываете. Вы не хотите, опять-таки, повторюсь, казаться лучше, чем вы есть. При этом, ну, мораль это скорее вас ведет добрым, светлым человеком, который, кстати, ну, уже научился особо не разбазаривать эту свою, как сказать, позитивное отношение, да, какие-то проявления, там, забота. Может, раньше вы там каждому первому встречному бежали на, там, как опять-таки тавтология, но навстречу, старались поддержать, помочь. А сейчас вы там с радостью поможете, да, кому-то, но опять-таки людям, которые, может быть, как-то подло проявились в вашу сторону. Или вы знаете, что, ну, такие люди, которые не ценят вашего доброго в карте мораль, там, проявлений ваших, да, участия, поддержки, то вы будете по карте жадина лишний раз так на вытянутую ручку. Но вот это их задевает, так как вы, скорее всего, уже и их считываете, и в их сторону, может быть, никак не проявляетесь. То есть вы не ищете их там, их поддержки, их участия, их прям, знаете, как вот взаимодействия с ними, не ищете контакта. Это их тоже задевает. Причем еще задевает то, что вы гармоничны. Ну, как, тут у вас какие-то планы, мораль, у вас своя как философия жизни, у вас свой кодекс этот какой-то моральный. То, что для вас является там неприемлемым, да, вы не будете там это как-то оправдывать. Вы поступаете в зависимости от этого вашего морального кодекса, и все. Не хотите никому ничего доносить, никого там вовлекать во что-то, да, посвящать лишний раз там, да. Тут вот как будто бы самостоятельная единица. Женщина, которая знает себе цену, знает, чего хочет, знает, что для нее неприемлемо. И не готова на какие-то тут эти компромиссы тут, с собственной совестью, с моралью собственной. Вот это вот как будто бы вот это их вот задевает. Это ваша какая-то даже, наверное, внутренняя свобода, уверенность. Хотя первые карты говорят, смотрите о чем. Тут карта нежность и это карта уязвимость. Это о том, что вы, с другой стороны, не боитесь, может быть, открываться чему-то новому, прекрасному, даже рисковать где-то открываться. Может быть, опять, если это новые какие-то взаимоотношения, если это, может, общение там новое, дружеское, да, с коллегами по работе, с новыми. Но, если вам свинью уже подложили, если вам уже кто-то нагадил, то вы тут закрываетесь, карта жадина. Вы все это свое добро такой хоп назад и схлопываетесь и говорите: нет, нифига, не надо мной пользоваться. Спасибо, плавали, знаем. И вы это как-то так вот спокойно, карта гармония, да, как будто бы все это можете даже и не доносить, это просто транслируете вы, это считывается. Задевает то, что особо как будто бы они не могут влиять на вас. Будто бы их какое-то мнение вас вообще чуть ли не в последнюю очередь интересует. Или вообще не интересует, да. Как будто бы они для вас, ну, незаметны даже. Вот так вот. Так, давайте посмотрим
истинная причина, почему вот вы этих людей доводите до исступления, истинная причина. Это зависть, сравнение, внутренний комплекс этих людей, ощущение собственной несостоятельности. Давайте посмотрим истинную причину. Почему вы для них... Ух ты, красная тряпка. Тут многие прям из них, они запутались. Они хотят и к умным, и красивым, да, и не могут понять, куда же. Это о чем? Люди проживают жизнь вот так вот, как будто бы, знаете, волк в овечьей шкуре. Заученную какую-то вот функцию они день изо дня выполняют, как маску нацепили. Знают, вот как в социуме. Если они так себя будут вести, то вот там будет их там карьера идти вверх. Если вот они так вот себя будут проявлять, то, допустим, ну не знаю, что там социум какой-то более типа а-ля благосклонно к ним будет расположен, то знаете, тут они сравнивают себя с вами, и они видят вас, у вас ту самую какую-то свободу. Они где-то этому удивляются, а где-то, может, даже кто-то как у виска крутит. Ну, как это считают как, ну, не знаю, может, непрактичность даже. Но при этом тут и зависть есть. Потому как они вот этими масками, видите, в волковичьей шкуре, они как сами себя в эти ограничения загоняют. Где-то они могут даже идти на какие-то компромиссы какие-то, то есть где-то предавать себя, свои истинные какие-то желания, может, уже даже они забыли, чего они на самом деле хотят. Вот привыкли как типа а-ля удобнее, как лучше, может, из той серии, не то, что там не высовывайся, да, но как будто бы пользуйся благами этого социума, но при этом же живи по правилам этого социума. Как-то так, тут вот такое. Тут Луна, переход на новый уровень, карта ограничений, волк в овечьей шкуре. Этот ребенок плачет внутри, как душа их плачет. На самом деле люди как будто бы настолько уже привыкли показывать тут какой-то образ и жить в каком-то таком ритме, навязанном этим социумом. Поэтому любое какое-то возвращение к себе, обращение к себе, вот к внутреннему этому ребенку, для них оно тут даже страшно, болезненно. Ну, то есть истинная причина — это где-то идет зависть к вашей вот этой внутренней свободе. Они такое воспринимают. Может, это же на уровне какой-то бесшабашности, да? Даже они думают, да, как так можно. Внутренние комплексы тут тоже, да. Насчет внутренней несостоятельности, тут можно поспорить. Они себя считают наоборот, что они по меркам социума, в котором они обитают, они успешны, они легко приспосабливаемы. Более того, тут дьявол и павлин, может быть, даже в погоне за какими-то этими внешними атрибутами успешного успеха, тут готовы на очень много. Дьявол — это любые манипуляции, двойные стандарты, подставы. В моменте сегодня нам выгодно, мы, девочки, дружим с одними. Ну, знаете, из той серии, что-то не обязательно девочки, тут и мальчики, тут кто хочешь. Тут. Против кого мы сегодня, девочки, дружим, да, это такое выражение есть. Пришли на работу сегодня, вот мы дружим против той. На следующий день может меняться абсолютно у нас тут какие-то в жизни эти, у них ценности, тут приоритеты. Вот так сложилось. Вот сегодня можем дружить против той, с которой мы вчера типа а-ля дружили. Ну, тут что-то такое, как в воздухе переобуваются, муть какая-то, луна, постоянное желание вот пыль в глаза как-то пустить. Ну, и тут же и причина — это сравнение вашей жизни с их жизнью. Причем вот эти вот внешние атрибуты, они до поры до времени приносят радость там, да,
уже не знаю, там у каждого свое, там у кого там покупки там недвижимости, у кого поскромнее, там уже не знаю, какие-то там бриллианты. Что там, ну, там отдых какой-то в 5-6 этом значном, господи, звездочном отеле, значном я уже. Ну, для них это все как вот тут критерии, может быть, вот для них это критерии, там они вот общаются в социуме, там обязательно нужно делать на этом акцент. Но они говорят, что вот как будто бы вот день за дня, вот это день сурка, в погоне за всем этим, тут не успевают они, допустим, отдохнуть в каком-то этом отеле, там, 5, 6, 7 звездочном, да, тут оказывается, что кто-то их там переплюнул. И это как вовлекаются они в эту постоянную гонку, переплюнуть еще выше, еще на более высокий уровень. А у вас они почему-то особо это не считывают. У вас как-то оно мне как гармонично получается. Даже если вы тут себе можете тут им материально позволить что-то, но вы это не ставите в, ну, как вам сказать, настолько это значимо для вас. Для вас более значимо, может быть, какие-то эмоции, которые во время этого отдыха вы получили. Этот опыт какой-то, там общение, может быть, с людьми с другим менталитетом, там, да. Вот тут с иным менталитетом. Какие-то вот эти вот яркие, красочные воспоминания, которые будут вас долгие годы греть там. Больше вас вот это вот как-то вот другое вас, да, заботит. Так. Ну, не знаю даже, что и сказать, да. Ну, то есть, где-то, может быть, зависть даже к тому, что вы имеете смелость жить так, как вы хотите, да, при этом быть довольно-таки уязвимой, и не пытайтесь вы быть вот этим волком в овечьей шкуре, не пытайтесь прикидываться тем, кем вы не являетесь. Угу. Тут основное вот это, наверное. И резкие эмоциональные реакции окружающих на другого человека часто связаны не с самим человеком, а с внутренним конфликтами, со сравнением. Когда чья-то свобода, уверенность или самодостаточность, они подсвечивают чужие ограничения. И это все может вызвать раздражение, обесценивание, попытки будут обесценивать вас, да, или даже скрытую агрессию, как способ восстановить вот это внутреннее равновесие. Скорее всего, вы тут ярко с этим столкнулись, с такими людьми. Вам самое главное не вовлекаться в эти чужие эмоциональные процессы, а сохранять собственные границы и не позволять внешним каким-то реакциям определять вашу самооценку и вашу внутреннюю устойчивость. Другими словами, правильной дорогой идете, товарищи. Дорогу осилит идущий. Все, удачи вам во всем. Спасибо огромное за то, что вы были со мной. До новых встреч. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.